Привет, друзья! С вами Ларри, и это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Сегодня будет немножко необычный выпуск с распаковкой фигурки. Он будет только с моими руками, потому что у нас есть фигурки, которые заслуживают внимания, но делать про них полноценный выпуск мы не видим смысла, но хочется их вам показать и рассказать. Если в дальнейшем вам понравится подобный формат, мы будем почаще выпускать подобные ролики, просто их делать гораздо проще, легче и быстрее, соответственно, видео на канале будут появляться чуть-чуть почаще. Ну что, давайте начнем. Первая фигурка, которую мы распакуем в данном формате, это Мори Юки из сериала «Космический крейсер Ямато» 2199. Для тех, кто не смотрел сериал, немножко расскажу. Сюжет крутится вокруг захвата Земли инопланетянами, нехватки ресурсов и, соответственно, их поиска. Мори является одним из главных персонажей этого сериала, по крайней мере, того ребута, который существует на данный момент. Это вот как раз 2199. Ну что, давайте приступим к коробке. Коробка с кучей окошечек. Окошечки в виде иллюминаторов. Изображение нашей красотки. Здесь тоже предупреждение, что вот сам логотип с корабликом. На донной стороне тоже логотипчик с кораблем. Название фигурки, вернее ее имя. Что еще есть? Логотип Мегахауса. Здесь все то же самое. Здесь она передом, здесь она задом. Красотка. Немножко о самой фигурке. Дело в том, что вот эта версия называется Pilot Suit версия 2, а была еще практически такая же, отличалась она только рукой. Сейчас, когда откроем ее, будет видно, у нее рука к голове присоединена, а у второй версии у нее рука там сзади что-то поправляла. Называлась она Pilot Suit версия YC. Компания-производитель Мегахаус, это уже мы выяснили. Масштаб фигурки 1/8, высота 17 сантиметров. Прайс на момент релиза был 9250. Прайс у второй, которая шла с рукой на попе, был чуть подороже, 11102. Она вообще считалась эксклюзивом. И данная фигурка вышла в январе 2015 года, а вот вторая версия вышла в марте 2015 года. Что, давайте приступать к открыванию. Внутри блистер. Реально отсвечивает, но я думаю, видите. В комплекте шлем и дополнительная голова. Сейчас расскажу отличие этой фигурки от той, которая вышла в марте. У них есть различия в прическах второй головы. Подставочкой все. Так, достаем. Голова.
Вот, смотрите, у нее здесь заколка, а у версии в марте, которая вышла, у нее там просто хвостик. Вот это еще одно отличие, которое было между ними. Так, что у нас еще шлем. В остальном все они абсолютно были одинаковые. Слушайте, неплохой шлем такой, я бы такой надела. Такой клевенький. Но, к сожалению, шлем нельзя надеть на голову, ну, поменять вместо головы и сделать шлем. Она его держит в руке. Ну, и сама фигурка. Шлемчик. Что я могу сказать? Что-то у нее вот здесь вот мне не нравится. А вам? Видите? Какие-то прям неровности. Ощущение, что у нее здесь то ли закрас произошел, то ли еще что-то. Не очень красиво, мне не нравится. Ну, с глазами все хорошо, вот костюм категорически не нравится. Покрас это раз, вот здесь у нее, не знаю, как вам показать, вот смотрите, видите? У нее прям краска отпечаталась, тоже не айс. Фигурку на самом деле покупалась на Мандараке, но у них не было никаких указаний на то, что там покрас, они обычно фотки выставляют. Ну вот что-то, возможно, это действительно дефект производства, потому что, ну, фигурка, вы видели, она вся в плом, ну, то есть запечатанная была. Ну, волосы мне тоже не особо нравятся. Не, симпатяшка, конечно, но что-то они намудрили с костюмом. Не, он у нее в мультике-то он у нее тоже, в сериале он у нее тоже желтый. Но вот здесь мне очень не нравится поверхность. То есть самая такая выдающаяся часть, ну, если не считать глаз. И вот такой вот косяк. Прям видите, у него прям вид... Ой, ужасно. Я потом на крупных планах еще вам это дело покажу. Давайте мы ей попробуем поменять голову. Легко открывается. Легко закрывается. Что, все? Залезай, давай. Но с этой головой мне, кстати, нравится больше. Такая задорная смешнявка. Видите, у нее там язык. На язык показывает. Что, давайте попробуем поставить ее на подставку. Попробуем, давайте поставим ее на подставку. Все правильно ставлю. Что еще ноги у нее странные обувь. Что-то какая-то прям жуткая щель. И шлем ей был. Как она его там держит. Ну вот. Как-то так. Красотка. Вот такая вот Морiyuki у нас получилась в первой распаковке, быстрой. Если вам понравилось видео и вам понравился подобный формат, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Рассказывайте о нас своим друзьям, а мы и дальше будем радовать вас видеообзорами на классные фигурки. Всем пока!